Одна из самых раздражающих черт российской действительности заключается в том, что у нас есть как бы особенная каста людей, на которых не распространяются обычные законы и правила. И даже больше того, на них не распространяются многие, очень многие культурные стереотипы. Это важно, потому что такой особый статус дает этим людям возможность наглеть и вести себя просто по-свински, вообще не опасаясь последствий. Давайте проведем мысленный эксперимент, и я уверен, что вы увидите мою правоту. Представьте себе новость. На госпредприятии провели проверку, нашли нарушение, и под следствием оказался руководитель предприятия, который подозревается в том, что довел предприятие до банкротства. Если подследственный обычный чиновник или управленец, то общественная реакция будет вялой и ожидаемой. Мол, что с них взять, они все такие. А теперь представьте себе, что под следствие попал не просто управленец, а управленец, известный своей непримиримой антигосударственной позицией и гиперлиберальными политическими взглядами. Допустим, это какой-нибудь режиссер Серебренников или главный редактор Венедиктов. Что тут же начнется? Правильно, начнутся вопли о политических репрессиях, уничтожении свободы слова, возвращении 1937 года и так далее. Любому силовику, любому проверяющему, любому аудитору или налоговику придется 300 раз подумать, прежде чем открывать такой ящик Пандоры и создавать самому себе серьезные неприятности. Даже в том случае, если доказательства нарушений со стороны представителей этой избранной либеральной касты являются самоочевидными. Вот и получается, что быть в России откровенным антигосударственным элементом выгодно, потому что можно сосать деньги из государства, приворовывать и просто проявлять халатность в управлении подведомственными активами, и при этом иметь как бы железную страховку от преследования. Вот этим и пользуются, например, на радиостанции «Эхо Москвы», которую по закону нужно было закрыть еще примерно год назад. Я хочу поблагодарить небезразличных читателей и зрителей, которые разделяют мою позицию, которые прислали интереснейшие документы о финансовом состоянии главного антигосударственного СМИ страны «Эхо Москвы». Документы выглядят очень аутентично, и я уверен в том, что они отражают истинное положение дел и то, каким образом Венедиктов и его сподручные используют государственные деньги. Сейчас я поделюсь с вами несколькими открытиями. Садитесь поудобнее. Итак, вот что пишут в аудиторском заключении за 2017 год аудиторы «Эхо Москвы» из компании Nexia Paccioli. По подсчетам аудиторов на 31 декабря 2015 года чистые активы «Эхо Москвы» составляли минус 38 миллионов 590 тысяч рублей. На 31 декабря 2016 года уже минус 79 миллионов 830 тысяч рублей. А на 31 декабря 2017 года уже минус 159 миллионов 390 тысяч рублей. То есть «Эхо Москвы» не просто работает в убыток, а оно уже кинуло в топку даже те деньги, которых у них не было. По большому счету, эту компанию уже нужно ликвидировать, причем даже не с точки зрения здравого смысла и финансовой логики, а с точки зрения требований российского законодательства. Даже аудиторы, нанятые самим «Эхо Москвы», указывают в своем заключении на положение пункта 4 статьи 99 Гражданского кодекса России и подчеркивают: если стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, то общество подлежит ликвидации. Опрошенные мной юристы подтверждают, что «Эхо» фактически существует вразрез с законом, согласно пункту 11 статьи 35 Федерального закона 208 ФЗ об акционерных обществах, если по окончании второго отчетного года стоимость чистых активов окажется меньше величины минимального уставного капитала 10 тысяч рублей, общество не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации. И это еще не все. Если общество не хочет самоликвидироваться, то ликвидацию могут инициировать регистрирующие и проверяющие органы. То есть это может сделать Федеральная налоговая служба. Но я никогда не поверю, что московские налоговики пойдут на то, чтобы в строгом соответствии с законом ликвидировать «Эхо Москвы». Я же говорю, законы — это не для Венедиктова. Мне представляется, что именно об этом надо было спрашивать президента Путина на прямой линии. Президенту, как юристу, должны быть интересны такие коллизии. Подчеркиваю, тут дело даже не в редакционной политике, а в том, что кое-кому можно кое-что из того, что другим нельзя. Из полученных документов можно сделать однозначный вывод, что «Эхо Москвы» существует последние 3 года исключительно благодаря денежным вливаниям от структур «Газпрома». На компании Венедиктова до сих пор висит задолженность по договору займа 40 миллионов рублей, с которых пени составляют 4 миллиона 800 тысяч в год с 2015 года.
Эти задолженности организовались перед «Газпром Медиа Холдингом». Ситуация с финансами в будущем не улучшится, потому что предполагаемый минус за 2018 год составит примерно 250 миллиарда рублей. У меня вопрос к представителям «Газпром Медиа Холдинга». Господа, а вы точно уверены, что это хорошая инвестиция государственных денег? Вы уверены, что творчество Венедиктова и его команды – это национальное достояние? Вопрос риторический, конечно. Но это еще не все. Теперь перед вами предстанет аттракцион невиданной наглости. Дело в том, что медиахолдинг «Газпрома» предлагает «Эхо Москвы» очередной кредит. Ну, жить на что-то надо ведь. Это уже само по себе за пределами логики и здравого смысла, но вот вам кое-что покруче. Готовы? Венедиктов против кредита, и он голосует в Совете директоров против его получения. Неужели команда «Эхо Москвы» хочет жить по средствам? Но нет, такого же не может быть. Как сообщают мои информированные читатели, господин Венедиктов дошел до того, что просит «Газпром» просто вложить в капитал «Эхо Москвы» деньги на безвозмездной основе. То есть он не хочет брать деньги на жизнь в кредит, он требует эти деньги в дар. Я не знаю, как это комментировать, кроме как сказать, что для кого-то сказка о рыбаке и рыбке – это хорошая притча о вреде амбиций, а для кого-то вдохновляющая инструкция. Жаль только, что в данном случае золотая рыбка, из которой вытряхивает деньги радиостанция «Эхо Москвы», это государственная золотая рыбка с логотипом «Газпрома» на боку. Если бы «Эхо Москвы» было нормальной коммерческой компанией, то нынешний менеджмент вылетел бы из нее с волчьим билетом. В аудиторском отчете только за 2017 год есть целая страница с таблицей, в которой аудиторы перечисляют бухгалтерские нарушения, которые менеджмент не исправляет буквально годами. То есть из года в год повторяется одно и то же. Некоторые нарушения до такой степени серьезные, что аудиторы честно пишут, что финансовые результаты «Эхо Москвы» можно подсчитать только, очень приблизительно. Внутренние аудиторы пишут еще более интересные вещи. Например, они указывают, что продажа рекламы в регионах производится не напрямую, а через какое-то мутное дочернее общество, и до сих пор нет никакого экономического обоснования для этой схемы. Но мы-то с вами понимаем, что обоснование есть, и оно даже экономическое, и на нем даже кое-кто неплохо зарабатывает. А еще на сайте «Эхо» кто-то размещает рекламные баннеры без договора и стрижет на этом бабло. Удивительно только, почему при этом «Эхо» продолжает получать деньги от «Газпромовского медиахолдинга». Кстати, я думаю, многим будет интересно узнать, что примерно 1 000 000 рублей в год из этих газпромовских денег уходит на то, чтобы платить зарплату находящемуся на Украине господину Гонопольскому, который из Киева поливает дерьмом нашу страну за наши же с вами деньги. У меня опять вопрос к «Газпрому». Гонопольский – это тоже наше национальное достояние? И вопрос, опять же, риторический. Ну и последнее. Я против цензуры. СССР в это наигрался и кончилось плохо. Но я за то, чтобы правила игры были одинаковыми для всех. И вот после того, как будут ликвидированы все подобные антироссийские СМИ, которые живут за государственный счет и все равно требуют себе халявного бабла, можно будет говорить о том, что верховенство закона – это не пустой звук.